Всем привет! Давненько не было у меня на ремонте ноутбуков. Вот наконец-то принесли. Ноутбук очень большой, 17-дюймовый, E-Machine называется. Моделька G630. Проблемка у него в следующем. При нажатии кнопки включения он включается, но нет изображения. На внешний монитор изображение тоже не выводится. Для того, чтобы проверить, в чем проблема, нам придется разобрать ноутбук. Так, для этого извлекаем батарею. Батареи, кстати, тут нет, пустышка стоит. Ну и далее раскручиваем кучу винтиков, шурупчиков. Здесь находится жесткий диск. Модуль Wi-Fi тоже отключим. Он нам помешает извлекать плату. С этой стороны пустое место под дополнительный жесткий диск. Хотя разъема тут под него нету. Болты DVD привода. Привод достали. Далее раскручиваем корпусные уже болты, которые держат сам корпус. Старый добрый ноутбук с кучей болтов. Так, проверяем, все ли раскручено. Отщелкиваем шлейф клавиатуры, снимаем клавиатуру. Здесь еще находится куча болтов. Отключаю матрицу.
Модуль Wi-Fi надо было изначально убрать его. Провода Wi-Fi убрать. Матрицу убираем в сторонку. Здесь находится еще 4 болта. Их тоже необходимо открутить. В современных ноутбуках столько болтов нигде не встретишь. Там обычно 4-5 болтиков. Поэтому весь корпус постоянно ломается. Это старый добрый надежный ноутбук. Тут куча болтов. Соответственно, корпус здесь практически никогда не ломается. Так, снимается верхняя крышечка. Теперь открывается доступ к материнской плате. После отворачивания двух болтиков, которые крепят материнскую плату, снимаем уже материнскую плату в сборе. Так, отключаем систему охлаждения. Данный ноутбук собран на платформе AMD, процессор AMD Turion 2. Печально известный Северный мост 2001, который выходит постоянно из строя. Видео тоже бывает выходит из строя. Для выявления проблемы есть метод, называется прогревание. Для этого необходимо прогреть Северный мост либо видеочип. После прогрева какого из них станет работать материнская плата, выводить изображение, тот чип и вышел из строя. Начнем мы с Северного моста. Обычно они выходят из строя. Прогреем, посмотрим, появится ли изображение на экране. Берем термофен, прогреваем Северный мост. Далее подкидываем на место систему охлаждения. Подкинул матрицу, кнопочку включения. Подключил блок питания. Включаем и смотрим. Картинки по-прежнему нет. Значит, проблема не в Северном мосту. Прогрев Северного моста не дал результатов. Греем видеочип.
После прогрева также подкидываем систему охлаждения. Подключаем кнопочку. Подключаем матрицу. Снова делаем запуск. Появилось изображение. Значит, вышел из строя видеочип. Таким образом он не восстанавливается. Таким образом можно только провести диагностику. То есть проверили. После этого прогрева может еще поработать там день-два, может неделю. Потом он опять выйдет из строя. Поэтому после этого диагностического прогрева нам необходимо заменить видеочип. Что мы и будем дальше делать. Убираем кнопочку. Отключаем матрицу. Модель данной материнской платы LA5992P. Если здесь умер видеочип, поможет только его замена. Так как здесь нет в процессоре встроенного видео, поэтому мы не можем переделать его в UMA режим. Нужна только замена данного видеочипа. Сейчас согласовываем с хозяином замену и будем уже дальше решать, меняем либо не меняем.